Приветствую всех, с вами Холдем, и мы продолжаем проходить игру. И да, ваша милость. Сейчас будет у нас наконец-то долгожданная свадьба, посмотрим, что на ней будет. Мы не успели избавиться от всех родовянских лагерей, мы успели избавиться лишь от двух. Не знаю, будет ли это сильно влиять на то, что мы такое сделали, но да ладно. Остался лишь один лагерь, находящийся прям на, так скажем, на открытой местности. Я думаю, не сильно нам угрожать будет. Ну, посмотрим, что будет дальше. Короли Даверны и Атаны заключили договор о союзе против Родовии. А неплохо, кстати. Ой, я. Жаль, скриншот нельзя сделать. Хе-хе. Блин, идеальная. Ну ладно, потом подумаю. Может быть, что-нибудь да придумаю. Я ошарашен красотой моей. Я ошарашен красотой моей. О, моей молодой жены, моей молодой жены. Я буду рад ее компании, это уж точно. И... Ай, да чтоб тебя. Помогите принцу. Кто-нибудь может помочь юному принцу? Видно, он немного переволновался. Ах, нет нужды, я уже встаю. Да, Ива, ну ты, конечно, накосячил. Так вот, я и говорю, все люди, моя жена, да, вот за что выпьем. Блин, дружи. Прошу прощения, отец сказал, что я должен сказать какую-нибудь речь. Тавтология, но я бы так же, как и ты, дружище, сейчас заикался, с этого ладно. Я не знал, что сказать, надеюсь, я тебя не обидел. Короче, ты выглядишь очень красиво, Ларсули. Ой. Ты к нему привыкнешь. Пожалуйста, постарайся дать ему шанс. По крайней мере, ты будешь в безопасности, а это самое важное, зайка. Огу. Давай, Ларсули. Ваша милость, родовяне. Разве с их лагерями не разобрались? Надеюсь, не произошло ничего серьезного. На соседнюю деревню совершили набег. Они схватили детей и кузнеца. Мы займемся этим позже. Мой генерал совсем разберется, как только я освобожусь. Да, ваша милость. Мне нужно выйти, если позволите. Талис. По поводу родовян. Сделка окончательно совершена, Эрик. Вы получаете войско, я получаю полный доступ к архиву. Я не был уверен, что вы сдержите слово, Эрик. Я человек слова. Ну, полагаю, это так. Праздник продолжался. Все уплетали консервированные блюда, экзысканные блюда и так далее. Я повсюду ее искала. Я перевернула каждый горшок, даже на кухне. Не волнуйся, мы ее найдем, свидание. Этот салат выглядит на удивление аппетитно. Какой-нибудь каладурский рецепт? Платье совсем не дурно. Даже подумать не могла, что у них такой изысканный вкус. Эти улитки совершенно недожарены, тьфу. Какие улитки? Мою улитку. В меню улиток не было. Клякса! Он съел кляксу! Блин, вот наконец он ее не съел. Ой, блин, я не успел прочитать. Слушай, кажись, я уже дымину. С гостями я достаточно посидел. Пойду-ка я еще посижу в твоей библиотеке, Эрик. Так что, если ты не возражаешь, я пошел. Талис, ваша милость, спешите нас покинуть? Тост, выпейте с нами в последний раз. А, вот и кубок. Видите, как удачно все сложилось, ваша милость. Надеюсь, после этого меня ждет покой. За молодых! Ой, вплоть до злостного до злополучного тоста. Хе-хе.
Эрик, сделай что-нибудь. Пытаться помочь Талис. Шевелитесь. Пытаться помочь Талису. Талис упал на пол, прежде чем кто-либо успел отреагировать. Он же не Иглион. Отец! Ваша милость! Отец? Я... Как вы могли, Эрик? Как вы могли позволить такому случиться? Эрик, вы приняли нас в своем замке, и мы за это благодарны, но такое... Уму непостижимо. Как хозяин вы несете прямую ответственность за то, что здесь произошло. Король Атаны, Талис мертв. Ива, вы единственный сын Талиса. Вам не остается ничего иного, кроме как принять на себя бремя короны. Прошу, Ива. Эрик, поверить в это не могу. Вы не оставляете мне выбора. Мой первый приказ как нового короля Атаны. Я отзываю обещанные моим отцом войска. Я не собираюсь оплачивать ваших агентов. Эрик, король Даверна, вы несете ответственность за смерть Талиса. Если только обратное не будет доказано на королевском суде. А до тех пор Давер не получит от Атаны никакой поддержки. Ларсулия, собирайся, нас ждет дом моего отца. Подождите, нет, вы не можете так поступить. Ваша милость, свадьба окончена, клятвы произнесены, брачный союз вошел в полную силу. Мужайся, моя дорогая. В вашем королевстве есть наемный агент, они будут указаны здесь. Чтобы сделать агента доступным в грядущей неделе, вы должны будете ему заплатить. Стэн. Чтобы нанять агента, нажмите на кнопку с его именем. Вы увидите, как затраты будут внесены в счет. Стэн, генерал, оплачивать-то мы его будем, он единственный агент. Блин, мы потеряли 2 удовольствия от людей, ну ладно. 10-я неделя. И это все, что я помню, ваша милость. Учитывая, сколько выпивки в меня в ту ночь вошло, замечательно то, что я вообще что-то помню. Это полезная информация. Благодарю вас за уделенное время, лорд Эттон. Сказанное будет очень полезным для расследования, и мы рады, что ваша дочь оказалась жива и здорова. Полагаю, мы допросили всех гостей вашей милости. И так и не услышали ничего необычного. Солдаты Талиса были основой нашего войска. Раскрытие убийства определенно убедит его помочь нам в сражении. Кто бы ни отравил Талиса, продумал все в мельчайших подробностях. Если найдете хоть какую-нибудь зацепку, дайте мне знать, вашей милости. Талис не был всеобщим любимчиком, но для убийства короля Атаны нужно иметь очень вескую причину. Впрочем, нам нельзя забывать о главной цели. Радовия не будет ждать, пока мы совсем разберемся. Полагаю, в этой ситуации мы не должны надеяться лишь на войска Талиса, то есть Ива. Нужно попытаться заручиться поддержкой других лордов, на случай, если мы не успеем убедить Ива. Что ж до войска, придется вести переговоры с соседними лордами, заключать союзы, подписывать соглашения. Кажется, вы в затруднительном положении, ваша милость. Вы еще здесь? Говоря о союзниках, соглашениях и прочего. Так случилось, что я обладаю неплохим войском, готовым выполнить любой приказ. Я могу добавить к этому золотишко и припасов. 230 людей и 6 золота. В чем подвох? Готов поспорить, что вы хотите чего-то взамен. Лурс из Пенде, ваша милость. Он перестал предоставлять пряности моим людям в баранке. Куркум, тмин, анис. Без этих специй пища чертовски пресная. Убедите Лурса продолжить поставки, и тогда мои солдаты помогут вам в сражении, ваша милость. Посмотрим, что можно сделать. Очень хорошо, ваша милость. Ну, начало положено. Полагаю, следует пригласить сюда Лурса. Посмотрим, что мы можем сделать. Еще я указал на карте место, представляющее интерес. Стоит там побывать. Кто знает, вдруг сможем раздобыть мешочек другой золота. Мы не знаем, когда нагрянут родовяне, но нужно как можно раньше начать приготовление к битве. В недельный отчет я добавил перечень вещей, которые можно
заняться, ваша милость. Можно лишить наших агентов жалования. Если им не платить, то они ничего не станут выполнять. То они, конечно, не станут выполнять поручения, но так мы хотя бы сэкономим пару монет. На содержание войска тоже придется тратить припасы. С этого момента все остается гораздо сложнее, ваша милость. О, а вот и посетители. Возможно, слуга хоть немного прояснит ситуацию. Теперь вы можете использовать карту, чтобы смотреть окрестности и помогать местному населению. Так вы можете получить дополнительные ресурсы. Как же много расследования. После смерти Талиса королю Эрику нужно было найти виновного в убийстве, чтобы получить военную помощь Ива. Допрос свадебных гостей ни к чему не привел. Эрик поручил своему советнику поиски убийцы, а сам занялся укреплением войска. Лорд Эттон попросил поговорить с Лурсом о пряностях. Напуганный лорд. Третье посещение. Теперь лорд начал подозревать короля Эрика в сговоре. Король не стал ничего делать с обеспокоенным мужчиной, поскольку тот, кажется, и сам не понимал, что ему нужно от Эрика. Король посчитал дело рискованным и запросил больше 3 золотых в неделю. Когда Эрик отчитал Азалию за ее тайный поход, но это уже было. Даже хотя сперва Ларсулия была настроена против свадьбы, она пришла к отцу, чтобы с ним попрощаться. Когда Азалия поняла, почему Ларсулия в последнее время была не в своей тарелке, она забеспокоилась в своем будущем. Она заверила отца, что изменится быть сестрой за обзывание. Новый питомец свиданий улитка Клякса. Новый питомец свиданий улитка Клякса. Безвредная и занимает все свободное время девочки. Король очень радует любовь дочери к животным, потому он позволил ей оставить улитку. Когда Азалия узнала о сделке, которую Эрик заключил с Талисом, она была вне себя от счастья. Аврелия. Свадьба должна была решить всех проблем, нет, уже было. Приготовления, кстати, шли с полным ходом. Аврелия с головой нырнула в подготовку всего, что могло потребоваться в ближайшие несколько недель. Королева была не очень рада выбранному Эриком платью, но, по крайней мере, это было не самое дешевое из всех. Ну уж прости уж, дорогая моя зонушка, блин, женушка. Ни хрена себе ты просишь, конечно. Мне тебе что, за 40 кусков? Точнее, за 40, блин, монет тебе платье покупать? Казна не резиновая. Я и так, блин, почти все тратил на свадьбу. Хотя мог бы уже давно хорошие деньги скопить. Нам следует выяснить ситуацию о пряностях. С пряностями. Не хотите пригласить Лурса, ваша милость? Конечно. Да, давайте пригласим его. Откройте список союзников, ваша милость, и пригласите Лурса. Так, где Лурс? Чтобы подготовиться к сражению, вам нужно заключить союз с лордами. Некоторые лорды готовы помимо войска предложить золото или припасы. Предложения лордов показаны справа от их изображения. Так, сперва у нас будет Лурс. Зовем Лурса. Это 200 воинов, 6 золотых, неплохо. У этого 6 пищи и 200 этих. Ада уже с нами работает, это хорошо. Маша, Грегор и так далее. Грегор 8 из 100. Надо пытаться как-то, конечно, смотреть чисто на воинов, чтобы их побольше было. Лена тоже вопрос. 180. Ну ладно, это все вопросы. Пока что давай посидим, поговорим с нашим прибывшим. Северный лагерь был полон родовинских дикарей, ваша милость. Мы избавились от большинства из них. Отлично, мы еще и восстановили +1 к нашему настроению. А вы меня вызывали, ваша милость? Расскажите, что произошло вчера на свадьбе. Я не знаю, ваша милость. Я только разносил еду и питье, как и было приказано. Мне так жаль, ваша милость. Клянусь, я ни в чем не виноват. Клянусь Богом. Прошу, пожалуйста, не наказывайте меня, я клянусь. Я не знал, что эти напитки были отравлены. Я просто забрал их на кухне и принес на торжество. Клянусь, я ничего не знал, ваша милость. Успокойся, все в порядке. Я не говорил, что ты что-то сделал. Мы только пытаемся докопаться до истины. Клянусь моими родными, ваша милость, я ничего не знаю, но... Тюремщик может что-то знать. Да. Он упомянул, что видел кого-то в ванном погребе в ту ночь. Но я больше ничего не знаю, клянусь. Тогда, полагаю, это сужает круг поисков. Ты можешь идти, но не покидай Даверн до самого королевского суда. Спасибо, ваша милость. Простолюдин. Ваша милость, мой сын
позор семьи. Я послал его за хвостом в лес, и позже он настолько... И похоже, что он настолько туп, что даже дорогу домой найти не смог. Как думаете, вы можете помочь его найти? Я, впрочем, не настаиваю. Блин, ёпросоты. На 2 недели. Может, просто золото ему отдать, а? А, дружок, может, тебе золото отдать? На, возьми золотишко. Надеюсь, это сможет как-то восполнить вашу утрату. Это за то, что я потерял сына. Это же чудесно. Ну, спасибо, ваша милость. Гражина, ну-ка, живее отправь остальных спиногрызов в лес. Ох, и разбогатеем же мы. Вот ты собака. А ты скотина, я даже не получил одобрения. Шел ты в жопу, собака. Он меня нахлобучил, чтобы отправить агента на разведку. Ну давайте... Так, куда мы можем тебя направить? Ну, давай сюда. Направляйся туда, генерал. Вперед. Путь. Все, он на задаче, пускай идет, работает потихоньку. Отлично, он работает. Так, ладно, зря, надо было просто отказаться. Хотя, ладно, я зато не потерял ни черта. Так, что тут последнее дело, что у нас есть? Так, собака. Урон от наводнения. Недавняя дождливая погода повредила в замке темницу и крышу кладовой. Нам нужно поскорее устранить его. Опять! Пропавший сын балбес. Король решил поддержать отца, дав ему немного золота. Похоже, тот был очень рад этому. Ну и пофигу. Так, погнали, давайте. Пора разбираться с проблемами. Так, подожди, что еще? Подожди, ладно, давай посмотрим тут все, осмотрим. Мечи, это все. Тихо, давай внимательно осмотрим каждую мелочь. К реке приходит много всякого, же люблю. Так, подожди-ка, окно. Одри. Быть уверены, что его поддержат на своем. Нужно сосредоточиться на том, чтобы заключить союз. Из отчета разведчику следует, что нам понадобится войско числом не меньше 1000 солдат. Пока на этом все. Аврелия убедила меня, что там здесь нужны растения. От них в этом месте более дружелюбная атмосфера. Не могу сказать, хорошо это или плохо. Так, ну а где же тут? Что ж тут интересного есть? Надо вот посмотреть прям. Так, давай. Ладно, потом мы, если что, со всем этим разберемся. Надо посмотреть, что тут вообще есть, а. Может, что-то накликаем, а. Ладно, давай посмотрим эту. Зал совета. Пора тут все осмотреть прям полностью. А, это стол улик. Все, что мы смогли найти. Ясно, ясно, я понял. Ваша милость, как ты? Все в порядке. Прошлая неделя для всех нас была очень беспокойной. Я не понимаю, как такое могло произойти. Как мог кто-то съесть кляксу? Трухляшка не... Трухляша нет, а теперь вот и клякса. Клякса лежит в глубокой могиле. Ну, образно говоря, я не могла выкопать глубокую могилу, поэтому просто нарыла камушку.
Без Лили здесь так одиноко. Ты обещал. Обещал убедить ее остаться. Она вообще будет нас навещать. Ну, конечно, будет. Давай дадим ей некоторое время обустроиться, а потом как-нибудь пригласим ее на ужин. Как ты думаешь, она может взять с собой трюхляшку? Нет, не думаю, свидание. Он же котик, а они не любят, когда их много часов везут в клетке. Тогда я найду нового питомца до ее прибытия. До встречи. Увидимся позже, непоседа. Здесь тут что-то интересное. Она говорит про улики, а вот где мне найти улики? Обожаю. Блин, ну а где? Где улики? Я либо слепой, либо чего? Я либо слепой, либо я просто не вижу ни хрена. Если бы у меня было что-то острое, меч слишком толстый, нужно что-то более тонкое. Смотри-ка, нашли первую неточность. Смотрим внимательно, может быть тут еще что-то подозрительное. Так, надо что-то тонкое найти, говоришь. Азалия, поговорим с ней. Да, отец, жаль, что ты это видела. Ну да, свадьба пошла немного не так, как все ожидали, да? Случившееся было ужасной трагедией. А ведь все так хорошо начиналось. Ларсулии даже захотелось потанцевать. Она была такая красивая в этом платье. Я очень по ней скучаю, отец. Я тоже, ас. Так, ладно, мы нашли. Надо найти что-то острое, говорит. Может, пойдем поищем, не знаю где. Где бы мне найти? Так, зал суда. Точнее, зал совета. Если тут что-то такое подозрительное, вот подозрительное что-то. Если тут что-то подозрительное. Хэм. Так, ладно. Королевские покои. Ну, по королевским покои вряд ли что-то будет. Дорогой, как ужасно обернулась свадьба. Но я все еще не могу поверить, что кто-то отравил Талиса. На его месте мог бы быть я. Думаешь, с Ларсулией все будет хорошо? Кажется, ее был в бешенстве. Я уверен, что у нее все будет в порядке. Как только мы найдем того, кто это сделал, мы заключим с его новый союз. Но кто мог бы совершить такой ужасный поступок? Полагаю, кто-то из гостей. Мы собираем улики. Как только у нас будет достаточно доказательств, мы приведем в королевский суд. Пожалуй, прилягу, отдохну. Отдыхай, дорогая. Пока что ни хрена я не нашел. Чем могу служить? Раз ты что-то знаешь. Расскажи мне о том, что случилось вчера на свадьбе. Слуга сказал, что ты кого-то видел. Кого-то видел? Нет, но я нашел вот эту штуковину. Кажется, это чей-то зуб. Вот как? И как же ты нашел этот зуб? Я сторожил заключенных, вашей милости. Я мог опрокинуть стаканчик другой с другими стражниками. Все-таки праздник как-никак. Я бы никогда не покинул темницу, само собой. Но, по крайней мере, до конца моей смены. Что случилось в конце твоей смены? Я проводил обычную проверку всех погребов. Стены немного покачивались, но я нашел там зуб. Где именно ты его нашел? В винном погребе, ваша милость, но я там больше ничего не видел. Ну, кто-то, очевидно, прокрался внутрь, когда ты был занят выпивкой. Мне очень жаль, ваша милость, я не хотел, чтобы так вышло. Чувствую себя как дома. Эти бочки совсем пустые, и кого-то у них хранилось наше вино. Хотя выглядит красиво. Не думал, что сам король. А что ты? Ты причастен к смерти Талиса? В твоих интересах было сорвать сделку?
Что я мог сделать, находясь за этой решеткой? Должен признать, кто бы не убил этого вашего короля, поставил вас в непростое положение. И не говори. М. Ну, отчасти он прав. Выйти за пределы решетки он точно не мог. Дядь, как... Дорогой папа, мы приехали, Атана совсем не похожа на Даверн. Широким улицам Хагоса конца и края не видно. Азалия с радостью бы здесь потерялась. Дорога была трудна, но красота этих мест окупается легко. Если бы Седани только видела местные красоты, она бы тебе все уши прожужжала вопросами. Вся Атана покрыта скалами и утесами. Рядом с ними чувствуешь себя лилипутом. А на самой верхушке скал, подобно огромному гнезду, лежит Хагос, будто бы взирающий на все вокруг. Теперь понятно, почему на их флагах изображены грифоны. Мне хочется, чтобы мы по-другому провели наши последние недели вместе. Обними за меня маму, ваша Ларсуля. Ах, действительно, Атана местами весьма живописна. Но и очень опасно. Никому не захочется попасть в тамошний ураган. Нужно ответить Ларсуле и сказать, что рад получить от нее письмо. Само собой, о чем мне ее спросить? Даже не знаю. Может быть, у девочек найдется пара вопросов. Просто дайте мне знать, когда будете готовы. Ну, получается, все. Надо попытаться каким-то образом... Ну, давай сказали. Ларсуля прислала письмо. Твоя сестра добралась до Атаны. Она сказала, что тебе бы там понравилось. Не сомневаюсь, если бы еще я могла выйти из замка. Ты бы смогла выйти из замка, если бы лучше себя вела. Ага, конечно. Когда будешь писать Лули письмо, можешь спросить ее про Ива. Какой он? Не могу даже представить, что уехала бы отсюда и жила с каким-то незнакомцем. Если в письме будет свободное место, то обязательно спрошу. Спасибо. Ну, я исполню ее просьбу, я ее от этих... Просто... Так, это уже все было. Пошли. Ладно, значит, этот камешек я вряд ли смогу пока что выковырить. Ну, пошлите тогда к нашей мамане. Спросим у нее. Дорогой, есть новая зацепка. Я нашел улики, которые могут привести нас к человеку, стоящему за убийством Талиса. Что тебе удалось найти? Зуб животного. Этот зуб принадлежит очень необычному животному. Нигде поблизости от Даверна нет драконов. Стражник нашел его в винном погребе. Возможно, он принадлежал торговцу или какому-нибудь... Или кому-нибудь, кому уже приходилось сталкиваться с большими тварями. Попробуй показать его охотнику. Вдруг он сможет сказать, откуда именно взялся этот зуб. У нас в замке нет охотника. Я попрошу Одри дать весть о том, что нам нужен охотник. Ларсуля прислала письмо. Наша дочь доехала без приключений. Кажется, Атана ей нравится. Я ей даже немного завидую. В Атане очень красиво, и зам у них намного лучше нашего. Надеюсь, она поскорее там освоится. Она справится, милый. Когда будешь писать ей письмо, передай им обоим мои наилучшие пожелания. Спроси, как они справляются со всеми этими изменениями и чем она занимается без своих сестер. Конечно, я только не хочу писать ей целую поэму. Посмотрим, что смогу сделать. Спасибо, дорогой. Так, ну что ж, пошли дальше. Ну что ж, получается, я просил почти всех. Осталось только Седани. Ваша милость, Ларсуля написала письмо. Я собираюсь написать ей ответ. Не хочешь, чтобы я сказал ей что-нибудь о тебе? О, давай, скажи ей, что я забираю себе ее спальню. Мамочка мне разрешила, или нет? Скажи ей, что Азалия читает ее дневник. Нет, так нельзя. Места не так уж много, непоседа. То есть я могу сказать только что-то одно? Да. Ох, но это очень сложное решение. Я к тебе вернусь, когда придумаю что-нибудь подходящее. Почему бы и нет, но не сильно ломай голову. Будет и другие письма. Но ведь самое первое важнее всех. Что ж, тогда приходи, когда придумаешь. До встречи.
Увидимся позже, непоседа. Ну что ж, пошлите, давайте к нашему товарищу. Надо сообщить нашему товарищу Одри, что нам нужен охотник. Вот расследование, но это уже все было. Подожди. А я могу проигнорировать ее письмо, завтра его отправить? Можно сразу его отправить или подождать именно ее, непоседу? Ну давайте подумаем, пока что пропустим. Тем больше провизии. Да знаю я. Ой, что-то мы прям на серию задержались. Долговастенько. Стоило. Открывает на карте еще 7 локаций для исследования. Тренеров дает плюс в неделю. О нет, это слишком много. Карнавал дает 5 к счастью. Однократный бонус. И подготовить генерала. Во время битвы будет доступен генерал. Ну это потом. О, мы можем... мы оплачиваем содержание войска. Так, сцены мы тоже оплачиваем. Можно, конечно, карнавал устроить. Ну, давайте карнавал устроим. Плюс 5 к нашему счастью. Все равно у нас еды хоть жопы жуй. Ладно, давайте уже в следующей серии продолжим. Надеюсь, вы остались довольны, блин. Я думаю, зря я так долго, блин, сидел и пытался что-то накликать. Возможно, улики будут появляться каждый день. Просто, я думаю, нельзя сразу все улики найти в первый же день. Ладно. Моя тактика про то, что я очень люблю постоянно все исследовать, все смотреть и пытаться, как говорится, бежать быстрее паровоза. Или впереди паровоза, точнее, бежать. Так что в следующий раз буду... Конечно, я обследую все локации заново, но буду в этот раз осмотрительнее. Посмотрим, куда нас дальше приведет. Но 24 счастья — это неплохо. Мы возьмем, потому что, ну, у нас сколько? Ну, у нас уже неплохо, у нас уже почти 200 человек. Нужна 1000, надо хотя бы где-то 500, ну хотя бы 500 или 600 человек как минимум надо собрать, чтобы хотя бы половина суммы была. Ну, остальное нормально. Карнавал нам нужен, потому что я смогу тогда отказывать людям. Ну, 24 это довольно неплохо, значит, они будут давать больше денег. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, обсуждайте убийство Талиса. Может, у вас есть предположение, кто это может быть. Только, пожалуйста, сразу не спойлерите. Если вы знаете, кто убийца, потому что я думаю, есть люди, которые знают это, потому что эту игру уже много кто прошел, и я думаю, у кого-то в памяти сохранилось, кто убийца. Не надо об этом говорить. Например, с Дасткудом, тем же самым Дасткудом, мне уже все обломали. Мне уже с Дасткудом все обломали, к несчастью. Все обломали, и я не смог, ну, понимаете. Я нормально не смог ничего сделать. Нормально не смог пройти игру. И это неприятно. Буду честен с вами. Но в остальном все как обычно у нас. Но в остальном, вот пишите дальше, дальше, а все уже, что не является спойлером, пишите, буду рад с вами поболтать. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер. Буду рад вас там видеть. И не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик. Такое новых видео, знаете, пополните нашу маленькую, точнее уже не такую уж и маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.